трудишься? Оператор. Как пчелка и днем, и ночью. Труд облагораживает человека. Ой, Или ты уже давно благородный? я настолько благородный, что поясница не вывозит. Ох ты, что ты уже снимаешь. Друзья, всем привет. С вами Ескель Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, что Бограч созрел таки, наконец-то, долгожданный, анонсированный. Короче, мама дорогая, там уже за это дело во всей Одессе говорят. Но мы таки для вас сегодня его исполним. А знаете с кем? Вот как обещал, с Маратиком. Марат в гости случился. Марат! Всем шалом! Шалом, дорогие наши, как это, не то чтобы подписчики, Друзья. любители нашего творчества, друзья, правильно. Марат хотел, а я продолжу. Друзьяки, подписывайтесь на канал, оставайтесь, комментируйте, смотрите с нами. Как это? Накрывайте на стол, наливайте себе чайку и таки приятного просмотра. А мы для вас сегодня отчебучим Бограч. Венгерский, настоящий липовановско-маратовский бограч. Во, я только хотел сказать, что этого блюда рецептов столько. Как у хозяек у борща, так и у бограча. Во-во-во, а я хотел сказать за другое. Как настроение Но у у нас женщин. будет самый вкусный. Ого! Как настроение у женщин. И вот столько, Марат и все улыбался. оно разное, правильно? Вот сегодня будет, короче, красиво. Так что смотрите, те, кто очень хотят, смотрите внимательно, и таки у вас все получится. И рецепт рисуете, и с нас для вас хорошее настроение. Эх ты, подожди, рындану. Так, дровишки есть? Свистать всех в Архимус! Сегодня Бограч, короче, ты это видео уже увидишь попозже, но в инстаграме для тебя мы сделаем сегодня анонс. Так что всех ждем. Бограч с костра, сосиски на этом агрегате. Эх ты, агрегат! Как он жарит, я, конечно, балдею и балдеть не перестану. Ну что, поехали? Ох, там сегодня ассортимента, что на привозе в хороший рыбный день. Оператор, пройдемте, будем торговаться. Марати, какой ты агрегат выбираешь? Я На Кире, да? на Кире, да. А я, короче, топорик. Ох, мы сегодня порубаем. Ребра копченые. Еще вчера хрюкали. А сегодня, та ты что, еще нет-нет, да были теплые. Но пахнут так, что пипец. свинины. Шея свиная. Свиная. Короче, много лука, много перца, целая куча. О, тихо, 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 тихо. Виталик. Есть у нас подписчик один замечательный, и сын его молодец. Короче, прислали вот такую вкусняшку. Я сюда еще не всовывал, свои рецепторы. Вот это, понимаю, что очень вкусно, а здесь я лизнул так, что бегал и кувыркался 2 раза по нашему ресторану и вокруг стадиона. Я тебе говорю, вот это концентрат, смотри. Катюня. А что это? типа аджики венгерский, Во-во. но такой А- огненный. Давай, Огонек, да. давай, чтобы долго не разговаривать, Язычок немножечко присунь. Хорошо, Сереженька, присутствуй. Ты кайфанешь, сейчас так разогреть, что захочется и как это, ну нет, не до раздеться. Это очень концентрированная, вкусная штука. И вот вижу по этому дяде, тоже, как я говорю, депутат какой-то венгерский, говорит, что ёх, чох, чох. А, как Александр Васильевич. Васильевич, от всей души привет из Одессы. Ну, не человек, а праздник, правильно? Вот звонит, говорит, Липованчик, карпатского воздуха тебе. Вот он как мне скажет, так сразу, я сразу спать хочу, Да, понимаешь? я тоже с ним недавно разговаривал. Вот, Настроение поднимается на целый день после общения с Васильевичем. Васильевич, мы как Бограч доедим, так что, ну, к вам на борщ случимся. Так что, Ждите. о, йо, Йо. погнали работать в 4 руки. Короче, Марат, смотри, как рубает морковку, Давай, очень симпатично. А я сейчас быстренько зачищу мясо. Да ты что, позови Мурку, где она? Спит. Звезда. Маратик, мясо сегодня должно быть красивое, да? Мясо кубик, как грецкий орех примерно размером. Да ты шо? 2,5-3 сантиметра. Я с орехами дружу, поэтому смотри сюда, сразу без подсказки. Да, Бабах, да, трахбах, да, правильно? Такого типа, абсолютно. Да ты точно. что, уже всё ё-б-в-г-д. Ничего страшного. Раскидался? Там и по-братски сейчас поместимся, все хорошо. Ох, и блюдо намечается. Я так люблю этот Бограч, просто мы когда ездим куда-то, ну везде, кроме Турции, да, таки попадается Бограч. Перепробовал его в разных ресторанах, но вкуснее всего там, где его еще не готовили. Город Одесса, ресторан Архимус, Королева 88/1. Так что приходи, ну и сравнишь, где в Одессе вкусно. А ну, Сережка, что ты сюда? Катюня. Прямо как Это- попа моя.
Ты что, макака, что ли, елки-палки? Попа твоя, я тебе говорю. Я хотел сказать, ты понимаешь, какая вкусняшка намечается, как попа. Подожди, мне уже тут так интересно стало, что я уже, может, я чего-то не видел, ты понимаешь? В таком ракурсе. Сереженька, ты все видел, не переживай. Шикардос. А я хотел, мне там песня созрела, все-таки сказать, я тебе 14 февраля не за горами. Хотел тебе спеть, но ты меня цветом своей, короче, Да подожди, еще только 14 января. взяла и победила. Ну так а что месяц остался, елки-палки? Ты подарок мне купил? Да, Молодец. сочинил. Песню. Поэт ты мой. Хотишь? Нет, споешь 14. Вот оно, настроение женщин. А рецепт у нас сегодня стабильно шикарный. Понятно? Короче, оператор не для тебя, а вот для всех мадам, которые хотят, чтобы их поздравляли каждый день. Независимо от 14 или там 19, 32 или 47 января. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Будто солнца в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Только не нашел, а ключи нашла, понимаешь? Пошли мясо резать. Все, гайгу и работай дальше. Любовь, похожая на сон. Что тебя надоумило такое? Сердец, хрустальный перезвон. А потому что оператор, денег у меня нет на цветы, так я тебе песни буду петь бесплатно. Бесплатно, тебе не надо ничего будет за это давать. А если только покажешь, где же она у тебя такого цвета находится, Сказал, елки-палки. как будто бы у нас с тобой продажная любовь. Бесплатно. Бесплатно. Тю ты, елки-палки. Я любя и шутя. Хочется, конечно, сдержаться, но я сдерживаюсь. Это нереально приятно трогать, а еще работать, короче, этим Я ж топориком. сказала тебе, почему у меня мысли такие возникли. Да? Ну ты про упругость имела в виду, да? Да не знаю, просто так. Ляпнула дурное. Ну да ладно, я вырежу. Ты просто так и поглаживал этот Вот. кусочек мяса. А, И надоумила. ешкин ты кот. Все, я вырежу, все будет нормально. Хорошо. Монтаж, Вырежешь. монтаж все исправит. Катюня, век на лодке не кататься. Хорошо работает нож? Сам. Да? Я вообще здесь ни при чем. Просто машина. Маратик, дуже дякую. Это, ну, бритва, Пользуйся на елки. здоровьем в твоих руках. Это только такие ножи должны быть. Спасибо. Так что сегодня Марат приходит, а Катюшка говорит, Марат. А точнее, Марат говорит, Серега, дай мне нож. А Катя говорит, Марат, вы что, без своего ножа? А Марат говорит, так они все здесь. Правильно? Да. Как это? Ну, прописано не в этом месте, так что это мои ножи, твои ножи, твои ножи, мои ножи. Если захочешь и ты вдруг себе такой нож, ну приходи там потрогать. Вы уже казанчик поставили? Катюнечка поставили, да, сейчас будем прогревать. Извини, я тебя кадр мне нарушил. тут Елки ты палки. Да я ж бегаю перед тобой как это, тудой-сюдой. Что хотел спросить, Марат, казан у нас на 18 литров. Сегодня мы готовим по-богатому под завязку. Какие пропорции у нас всего, в принципе, основа? Основа килограмм. То есть у нас есть Кило- ребра, свинина и говядина, да, там. Килограммчик. У нас по 2 килограмма. Можно брать по полкилограмма, кто готовит дома небольшую порцию. Короче, 1 к 1, это Один к одному, по-нашему, 1 к по-одесскому. 1. Лук один резанный полукольцами, ну так, крупненько, чтобы он не очень ужаривался, а другой четвертинками. Чем-чем? Четвертинками. Что ты, как это? Сиреневенький. Речь мою? Серебряленький. Просто мы овощи, как и мясо, будем вводить поэтапно. Поэтому сначала пойдет крупный лук с говядиной, потом перед тем, как закладывать свинину, мы положим четвертинками лук. Морковка тоже поделится примерно пополам. Перчик, все в конце, все увидите. А такой момент назревает, у меня уже сразу вопрос. Всем известный вот это такой себе лайфхак, без которого бограч не обходится. Когда ты обжариваешь лук и туда вот шмякаешь У нас паприку. Будет уже, когда говядину мы поджарим, вот в этот момент мы туда И шмякнем вот тогда мы ее паприку. откроем. Так что, Все- ребята, такие, пардон, все не увидят. пишите суровые комментарии, правильно? Вот Это наш с Серегой это Бограч. наш, это наша заправка, и мы ее доим, И правильно? поверьте мне, кто ее повторит, умрет от вкуса. Ёшкин кот, сказал, как отрезал?
Так, маслечка надо немножко. Хорошо. Хватит. Что, мы жарить будем? Сейчас нагреется, сейчас пойдет лук, а потом сразу говядина. Так, это у нас полукольца. Вообще не сложно. Главное перед этим заехать на привоз. А лук крупный или мелкий? Лук полукольцами, средней нарезки, не тонко. Ну все. Давай ждем, нагревается и отправляем в дальнее шкварчащее плавание. А, песня, Марат. Индикатор показал, что таки пора. Отправляй. Да, оставь, тебе можно, ты же взрослый. Делим на две части тоже. Ай, молниеносно, елки-палки. Морозный лук. Отправляй. Мясо я стою на мешалке. Тоже в 2 этапа, да? Тоже в 2 этапа сделаем, да, чтобы не пустило нам в воду. Все. Ребята, мясо можно любое бомбить, потому что бограч это момент томления. Причем такого себе хорошего, спокойного. Любое мясо потом станет тушеночкой. Желательно, чтобы было как минимум 2 вида мяса. Можно 3, можно 4. Я пробовал бограч, в котором была баранина, свинина, говядина и курица. И это было очень вкусно тоже. Прям солянка получается. Ага. Чуть-чуть сейчас я его так немножко поженю. А теперь пусть обжаривается и в этом соку запечатывается. Так, я залью. Будем соблюдать традицию. Правильно. Как это? Любой компонент рюмка? Да, кто-то там написал. Ну, люди знают традиции приготовления бограча. Ребята, извините, может там будет сегодня не по традиции, потому что если я буду соблюдать все традиции, а компонентов там много, то я думаю, что я на половине уже всех этих блюд не смогу сказать всем пока-пока. Чао. Подкидывай дрова, давай вперед. Да подожди, с дровами нормально. Я хотел сказать, что мы сегодня будем готовить просто, очень-таки по-мужски ювелирно, поэтапно. Сейчас мы это немножечко запечатаем, буквально там еще минутка-полторы. Достанем и закладем новый заклад. Заложим. Во, так и знал, что подправить. Молодец, дочь учителя. Такой аромат уже мясной. Решился? За традиции, елки-палки, против традиции не попрешь. Так что, ребята, Марат, традиция, говорят, есть у бограча не паприка на лук, там, который открывается, а каждая закладка 50 грамм. Так что, братик, дай бог тебе здоровья. Спасибо. Взаимно. Спасибо, что живой, как говорится, да. Давай, Ого, все так, нормально. Сережа, ты как Не, скажешь. это о высоком. Ребята, будьте нам здоровенькие. И чтобы все вот так Всем вот... здоровья, самое главное Во-во-во-во. в эту нелегкую пору. 100%. Будьте нам крепкие, будьте нам здоровы. Как говорит Гафур, канал Хлеб-Соль. Мир вашему дому, друзья. Будьте крепки, будьте здоровы. Фух. Вискарь! Я уже не буду это Так я тут не могу, елки-палки. Пей уже. Я, знаешь, у кого брал мясо? У кого-то с Гафуром был. Так, мяско запечаталось. Эхо! Сам себя слышу. Давай подержу. Не, нормалек. Нормально. Ох, а височки греет уже. Какой, смотри, красивенький уже зирвачок такой себе образуется. Соки мяса, лучок обжаривается. Маратик, что я мясо уже отправляю второе? Чуть-чуть, можно. Вот уже пора, пусть себе там сейчас запечатывается тоже. Конечно, виски греет, в руки холодно, погода сегодня не знаю какая, как в Одессе. +1, вроде как обещали. Такие это считается холодно. А я хотел сказать за другое. Короче, ребята, прохладно почти везде, кроме как в ноги. Смотри сюда. Смотри. Катюня, дай показать, елки-палки. Вот это то, что посоветовал Марат. Марат сам ходит. Мы когда были у Васильевича, вот все замерзли, кроме его ног. У меня идеально легкий. Я как-то возьму, вот чисто вот, это не реклама, это просто совет. Лучшая обувь в мире просто. 100%. За свои 42 или 45 или сколько там 40 лет
ничего лучше я не носил. Они вообще ничего не Я весят. за свои 30 тоже. Что это? Я не знаю, название модели. Как? Дюдя. Это название модели. Сама фирма называется по-другому, забыл как. Ну не суть. Не в этом дело. Короче, в Одессе есть магазин Ришелевская 40. Если я скажу опять, это не реклама, это просто такой себе. Ну вдруг Это от кому-то восторга, пригодится. ребята, Это от восторга. насколько эта обувь теплая и удобная. Конюня, это уже, Конюня, это уже, уже искать это уже пошел, да? виски. Стой, постой, я покажу, насколько она легкая. Смотри. Опача! Ты понял? Ах ты, Ван Дам отдыхает, Жан-Клод. Ван Дам. Настоящий, какой он должен быть. Да, сказка сказочная. Я на стольких казанах работал, ребята. Я работал на казане 50 литров тоже. Ничего. Ё-моё. В нем готовили. Так он же тебе говорил, что он везде с 50 убеками. литров. 50 литров. Так это еще небольшой. Это маленький, есть на 300. Да, да, ты что не видел, елки-палки? И когда-нибудь Казахстан Стоят, у нас короче, тоже случится. Лопатами, короче, они мешают. Мешают, да? Это ты что, елки-палки? О, Светуля проснулась. Светуля, скажите, что уже можно выезжать? Светуль, Доброе утро, да. ну нормально все. Красиво. Очень. Нереально красиво. Так, второе мясо уже тоже запечаталось, обжарилось. Вываливаем дополнение. Нету дырочки на вот этой вот лопатке? Шумовки пока еще не приобрел. Но у меня есть дрель хорошая, я могу аккуратненько здесь сделать. Правильно. Не могу, очень удобная лопатка. Для плова то, что доктор прописал. Это мы в магазине купили с тобой? Бонзай на оптовом рынке? Там, где все японское? Там, где много всего. там купили или Тот где? магазин, из которого я не хочу уходить обычно? Да, там. Наверное, есть у них А и, там, и кстати, шумовки. была, по-моему. Да? Ну будешь там, возьми. Хорошо. Все. Катюня? да? Вот эта штука, это написала Галина Алексеевна из Нидерландов. Ну, спасибо огромное. Да ты что, да, вот как это? Ульяночке бы понравилось розовое. Вот это вот? Ну да. А как оно делается? Марат? Надо... Эх ты, деревня, елки-палки. Такие. Ты что, елки-палки? Да, я научился. И что, там дырочка есть? Ух ты. Там не просто дырочка, она ее сейчас нам откроет. Вы меня, конечно, извините, но за всю жизнь я ни разу не пользовался вот такой консервооткрывалкой. Все обычно вот эти вот. Ну все бывает в первый раз, Сереж. Согласен? Голландская ты штука. Марат, это мы сейчас туда будем эти помидоры выливать? Да, не прямо сейчас. Сначала паприку. Серега, казан будет полный. Трещать? Маратик, так нам сегодня придет Наедимся, столько так гостей. наедимся, да? Да, что? Нам есть кому предлагать. Смотри, не поломай нож. Ты его не поломаешь, консерва треснет. О, томаты очищенные. Катюшка, лучше. Вот это? Да ты что? Катюня? Маратик, а знаешь, откуда ноги растут? Турция, да, мы на базаре купили у бабушки паприка домашняя, обалденная, смотри. Да ты что, 4 ложечки ввожу, да? А как там ее надо вводить как-то по-особенному? 4 ложечки. Это обязательно надо прожарить. Эту паприку надо прожарить. Самое главное, не до пережарить ее, да. До ввода жидкой надо часто мешать. Ребят, чтобы она не сгорела, но именно в такое, в горящее масло она должна Попадать. И здесь она открывается максимально. Наше мясо и вообще дальнейшее блюдо приобретает нереально вкусный вкус. Так, это сюда. пошел мешать. И погнал. Где моя мешалка? Вот она. Да ты шо, началось. Вот это вот волшебство уже. Похожее на бограч. Во. Да ты шо, сказка. Катюня. Ты видишь, какая красота. Я вижу, на меня это дыма. Кошмар. И тут все по-настоящему. Ребята, а когда добавили паприку, надо постоянно мешать, чтобы она открылась и ни в коем случае не пригорела. Это вот такой себе главный лайфхак приготовления бограча. Уже как минимум 2 лайфхака есть. Да? Ну это главный. Ребята, еще есть очень важный момент. Кто готовит венгерский гуляш, туда ни в коем случае, я разговаривал с венгерскими поварами, Ага. не кладут помидору. Мы сегодня будем работать с помидорой.
Поэтому это не гуляш. Это бограч. Это и первое, и второе блюдо будет сразу. Гуляш это чепетки обязательно. Это второе блюдо, густое, с подливкой, очень вкусное. И там вот этот паприка, это главный ингредиент. Туда ни в коем случае не кладут помидоры. То, что советские бабушки и мамы наши, они туда ложили. Или клали, как Клали. Короче, это Марат хотел сказать маленький анонс и небольшой спойлер следующего рецепта совместного приготовления с Маратом. Гуляш. Без помидор. Всё, пошла морковочка. Она такая черная, тут вода это. Это вся не сразу. вода. Мы чуть-чуть оставим для свининки, потом выложим. Все. Сейчас морковочка пустит сок и не даст нашей паприке подгорать. Она тоже чуть-чуть должна поджариться. Все аккуратно. Ох и тушенка. Сногсшибательная. Ах, морковочка обжарилась. Супер. А это значит, Супер вкус. что мы добавляем вот эту шикарную консерву. Не-не-не, чуть больше половины. Ой-ой-ой-ой-ой. Во, хватит. Отлично. Мешать. Мешаю. Маратик, а это не хочется мешать, на это хочется смотреть. Вот красота. А ничего, что они целые, эти помидоры? А ты что? Ничего, они примут свое нормальное состояние. Как это? Они поженятся со всем этим хипишем. Там из целого будет только мясо и картошка. Что там, Марат, картина маслом? Отлично. Водички? Немножко водички, буквально немножко. А у меня потому как раз что мясо есть- должно тушиться, а не вариться. Да, подходит, Немножко подходит. водички, маринованная картошкой. Опа, хватит. Да. Ребята, комфорочку выключаем. Там уже видно, поэтому Средний дыму. огонь, и забываем про это минут на 35-40. О, 35-40. Засекай время. Так, оператор недолго отъехала по делам. Я сегодня в роли оператора буду. Недолго. Ёлки-палки. Ох ты шо, красота. Марати, как она у нас там бухтит? Так, посмотрим. Великолепно, посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, посмотрите на этот цвет. Это же сказка. Самое, что ни на есть сказка. Ребятки, на среднем огне. На среднем огне. Пусть Еле-еле, только- душа да. в теле, да. Аккуратно, потихонечку. Мы уже в это время порубили ребрышки. Сейчас будем их нарезать порционно. Маратик врезал уже свинину. Красиво. Хоть картину пиши с этого. Так, и перец точно так же крупно. Все, короче, один к одному. Элементарно и просто, да? Да. Рецепт такой сегодня хороший. И главное, Ну, ну и- самое, что по традиции. Во, вот тебе на тебе, да? Ну что, сделай по, Рекламу Джеймсона. сделай по 25. Да, Джеймисон в рекламе не нуждается. Давай, бомби, а мы сейчас согреемся. Мне чуть-чуть, потому что у меня И уже мне чуть-чуть. таки вяжет. О, и тебе аккуратненько. Все, есть такое дело. Так, ребята, это снимать не будем, но пьем за ваше здоровье, чтобы вы были, как это, всегда молодцом. Здоровые и счастливые. Во. Так, дальше немаловажный этап приготовления свинины. Дабы нам не будоражить нашу говядину, да, мы сейчас свинину обжарим. Опача! Ха-ха-ха-ха! Нет, сковородка моя, не от Сабера. Маратик, поднимай эту кухню. Смотри, какая у меня есть комфорка. Елки ты палки, слышишь? Тут можно, короче, и рыбу шмалять, и не знаю, там. И соусы И делать. соусы делать, подтягивать. Да ты прям. шо, у меня. Просто Так, включаем. О, уже загорелось. Мы сейчас что сделаем? Мы обжарим сейчас свинину, да? Точно так же, как мы припустили, закрыли говядину, точно так же мы Запечатали. сделаем со свининой. Пока у нас говядина там тушится, потому что свинина, как вы все знаете, готовится намного быстрее, чем говядина. Поэтому мы сейчас ее здесь немножко, буквально чуть-чуть прижарим. И потом... Все, будем- я скажу своими словами. Чтобы не сделать из свинины развалюху, мы ее подготовим совсем с другой стороны. Немножечко запечатаем и добавим ее в конце уже почти с картошкой, чтобы она имела таки все-таки целостность. Золотые слова. Супер. Ё-моё, я что-то про себя уже там, всё мама сказано, дорогая, всё слышишь? сказано А я очень тебе хочу точно. сказать другое. А оно совсем по-другому с другой стороны экрана, ты понимаешь?
Да, когда ты оператор и когда ты липован. Я тебе говорю, елки-палки. Катю гонишь, она у тебя... Да. Но блюдо сегодня, да, и реально ювелирное. Перед тем, как обжарить свинину, мы обжарим немножко лук, правильно? Чуть-чуть, Потому что, да. да, когда масло работает с луком, мясо получает еще более квалифицированную запечатку. Да, немножко. Нам нужен луковый сок. Луковый сок для того, чтобы мясо запечатывалось лучше. Все, шикардос. Сейчас буквально минуточка, да? Ребята, вот сегодня продаем вам все секреты, карты биты. Та-ра-да-дай-дай, та-ра-дай-да-да-дай-дай. Та-ра-да-дай-дай, дай-да-да-дай. Запах А я, жареного ты лука. запах обожаешь, а я когда пою, мне теплее становится. С песней по жизни. И только так, в Одессе по-другому не можно. Ты же уже одессит больше, чем еврей, да? Не, как это? Не, подожди, евреев никто не изучал. израильтянин. Чем израильтянин, правильно? Ой, я всегда был одесситом прямо от рождения. Хотя родился во Львове, но очень много времени в детстве проводил в Одессе. И поэтому я одессит, можно сказать, Коренной. Да. Все, Маратик, я тоже не из Одессы. Дай, братуха, пятерочку, короче, все. Два одессита, Ребят, товарищи. два одессита коренных. Одесситы всего мира, объединяйтесь, правильно? Созрели вишни в саду, дяди Вани. Одессит — это Дяди Вани. состояние Созрели. души. Это состояние души. Вот я Поэтому всегда так приезжайте говорил. все в Архимус, и Конечно. тут вы станете настоящими одесситами. 100%, елки-палки. А если ты прямо, ну, мама дорогая, какой одессит, таки можешь примерить еще и труселя. Все нормальные одесситы так делают. Так что, ребята, как это, размеров хватит на всех. Ага. И даже мадам свою приводи. Штаники? Вот то размер? Я не видел их. Маратик, там такой размер, что четверо туда прыгают и всем нормально. вводим Многокомнатная. Давай. Опять же, В воде аккуратно. два приема. Все. Вот видно, что мужчины работают. Не торопятся, язык у меня вяжет, то ли мороз, то ли виски, короче, в компоненте работают. Нормально. Все. Ох, какой запашок. Серега, снимаешь? Снимаю. Оператор снимает? Снимай, моя хорошая. Марат регулярно смотрит видео на канале Одесский Липован, поэтому знает все эти фразы наши фундаментальные. Слушай, удобная штука. Обалдеть. Просто, ребята. Просто газ. А у меня был такой вчера момент, пишут мне люди в комментариях: Серега, типа, подскажи, какой гриль выбрать? Уже, да, появился живого рода интерес. Газовый или Есть электрический? Более компактные для такой... Маратик, я домашней хочу сказать установки. больше. Там есть, короче, от и до. Есть и те, до. которые просто ты можешь зайти и сказать, что о, хочу сегодня уйти с этим. А есть те, которые можно там, знаешь, как Когда куплю облизаться себе и уйти. Да. У Васильевича там в Карпатах обязательно такой сосед. Вот такой вот. Да, и Марат имеет планы, короче, у Васильевича там кусок огорода выкупить. И с таким грилем. Я хотел сказать за другое. Люди интересуются, спрашивают, какой лучше, электрический или газовый. Ну, опять же, если ты собираешься куда-то выехать, ну, какой же электрический? Ребята, ну сколько Или- же вам надо или удлинителя с уголь собой с брать? дровами, или газ. Никаком электрическом не может быть и речи. Да, 100%. Вот тебе газ-баллон, а если вдруг случится, что ты захочешь такой гриль и придешь с промокодом от Липована, таки баллон там будет, кажется, в подарок, если не ошибаюсь, там они столько там обещают, короче, подарков. Хотя мне говорит товарищ Липован, мы и без вас подарки раздаем бесплатно. Так что, ребята, это на самом деле удобно. Рецептов здесь будет миллион, а может быть и 3. Тут готовишь мясо, а тут на этой комфорочке, пожалуйста, соус. к мясу. Конечно. А тут готовишь, не забывай, овощи свежие, там, Да, кукурузу печешь, да, там, да, помидорки, да, все да. дела. Агрегат, ребята, агрегат просто фантастический. Все, Марат, слышишь, покупай, короче, там землю на Западной Украине, а гриль у нас уже есть, все будет нормально. Давай. Нашли олигарха, но я куплю. Живем по-братски, да. Что ты тут делаешь, Сережка? Катюня, тебя пока не было, я уже врубил. Ой, блин, какие богатые. Смотри, порция. Одно ребрышко и по бокам много-много интересного мяса. Да. Так, Маратик там свинину запечатывает. А я продолжаю порционно вот такими вот богатыми кусочками нарезать ребрышки. Опача. Ты что, Самура, что ребра, что мясо пилит необыкновенно быстро. Так, раз. Где тут вход есть? О, такой супер приз кому-то. А не, шучу, здесь 2. Так, это есть, это есть.
Так, а сейчас, Катюня, приближается тот момент, Когда можно будет уже... когда не то чтобы закидывать, да, аккуратно отправлять. Маратик, Да, дорогой? у меня закуска созрела. То есть наливать? Да, да, да. Ты вот что, посмотри. Это мы всегда за радость. Бедная свинина. Сало забыла себе оставить кусочек. Я попробую. Катюш, вот это бери, потому что я на это давно смотрел. И как оно? Все, рот заклинило. Что? Вот так вот сухо? Ты мне не даешь проживать. Ладно, ты жуй, а мы с Маратом. Друзья, за ваше здоровье. Всем добра. Будьте здоровы. Что ты Марату не дал ребро? На, я тебе свое отдам. Это Я Марату держу. Держи, Маратик, это тебя. Оставишь мне. Песня. Ой. Спасибо. Копченая, соленая, с ароматами привоза. Ну Шо? как, Марат, ничего? Мне не сильно соленая. А мне попался тот кусочек просто такой маленький. Хватит, 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 Сереженька, хватит. Вот это откуси и достаточно. Привозом пахнет. Во, золотые слова. Я тучи разгоню руками. Я тучи разгоню руками и в прошлое открою дверь. Закрою. Что? Закрою. Может быть и так. А ты куда собрался, непонятно. Так, где мешалка моя? Ого, у вас тут уже. Катюня, это не уго, посмотри. Тебе видно? Ты не только мне, я тебе открою секрет видно. Нереально красиво, вкусно булькает. А цвет. А цвет вообще Какой просто цвет персик. должен Ну, персик, что тут скажешь, ёшкин кот. Вырубай, я буду лизать. Что ты тут делаешь? Катюшка, вторая партия свинины уже готова. Выгружаем. Все, мы ее запечатали. Смотри, смотри, моя девочка. Я уже Все, так, аля-улю. Марат, терял, да. что у нас? Поехали. Говори, рассказывай. Сейчас начинается просто волшебство. Да. Опача! Волшебство начинается, ребята. Продолжаем. 40 минут. Ох, как красиво. Говядина у нас в полуготовности. Альденте. Теперь мы туда добавляем Ребра. ребра копченые. Они просто по окончании нашего процесса должны будут просто Выпрыгивать. губами сниматься с косточки. Короче, я понял, мясо будет высасываться. Да. Е- И перемешаем. Я понял, Маратик. Серега, как ты правильно, красиво мешаешь. Я Ну, знаю. он же тракторист, Марат. Ну, Ты что, забыл, елки-палки? Квалифицированный. Да ты что? Я понял, что казан маленький, но ничего. Так, теперь свининка. Можно? Давай. Ну, конечно, евреи свинина, конечно, можно. Давай вдвоем. Такая братская процедура. Выгуливаем. Запечатанное на сковородочке. здесь одно мясо, да? Катюня. Да, здесь одно мясо, Ну, но я планируется еще немножечко картофана. Но я тебе скажу, что я такой бограч еще не ела, Сережа. Вот такой богатый? Да. Катюня, мы готовим для людей, ты понимаешь? Для Только в людей. ресторане Архимус такой бограч. И только, ребята. Ага. Так, морковка тоже уже здесь, да? Тут и морковка, и лучок свежий. А ну-ка, Марат, дай картинку красивую, вот так вот. К оператору, давай. О, А я еще хотела недостающий давать момент. на одну, а вы уже влили все. Ты хотела помидорку? Да, Катюня, поймаешь уже в бограче. хорошо. Огонь, говорят, нужно добавить, Сережа. Я сейчас перемешаю и добавлю. Ребята, если у вас есть продуктов особенно много, не торопитесь их выгуливать сразу. Делайте поэтапно, не торопитесь, и все будет нормально, поэтапно, конечно. всё будет у А вас если тебе классно. вдруг надо очень быстро блюдо приготовить, ну таки проснись пораньше. Да? Понял? Пораньше просыпаешься и готовишь его спокойно, без напряга. Да. И не забывай про традицию. Ну, и по тебе видно, что ты уже не забываешь про традицию. Скажи мне, средневенький, Ну, ты уже сам сказал. все? Ты картошку будешь резать? Катюня, да. Смотри, елки ты палки, вот на Кире, да ты шо? Там же написано Агрегат. самура. Да самурай, какая разница, кто его готовит? Ты имеешь в виду, Модель что на это Кире, да. Короче, мелкая картошка будет напополам.
Вот так, для тех, кто не понял. А большая На четверть. пойдет на 4. Да, потому что должны быть такие хорошие шматочки, как и мясо. В блюде все гармонировало. Перчик, морковка, картошка, мясо, все должно быть плюс-минус одинаково. 100%. Слушай, не блюдо, а симфония, правильно? Разных Оно продуктов. довольно простое, но, ребята, когда вы его попробуете сделать, так как делаем мы сегодня с Сережей, поверьте мне, вы просто с ума сойдете, это будет ваше любимое блюдо. Блюдо number one. Мы готовим много, а дома это взять 300 грамм свинины, 300 грамм говядины, немножко ребрышек копченых, можно без них. Тогда надо вводить паприку копченую побольше. И если у вас нет копченой, можно колбаски копченые ввести. И это тоже можно, конечно же. Есть бугрыч, который добавляют горох, есть бугрыч, Горох? который добавляют фасоль. Катюня, как настроение у женщин. Да. Всевозможное, разношерстное, любое, моментально меняющееся. Вот готовишь по одному рецепту, бах, подвернулся горох случайно. Ну не выбрасывай же, Горох я правильно? имел в виду нут. Да, я за это и хотел сказать. Нут. Ребят, и вообще, когда вы готовите, фантазируйте, я всегда что-то придумываю новое. Я стараюсь тот же борщ как-то разнообразить, что-то придумать, что-то я люблю экспериментировать. Не бойтесь этого. В лучшем случае у вас не получится вкусно. Так выкиньте и сделайте новый. Правильно. И эта песня, которую спел известный про него. Фантазер. Ты его называла фантазер. Только этого мало. А Александр Васильевич Галушка добавил бы сюда еще узвара. Ох, он там во все блюда, короче, узвар добавляет. Реально, нереально вкусно. Ты шо? А, я понял, Гогоца работает. Она вообще не помнит. Послушай. Катюня, мы были с тобой на Западной. Да. Узвар. Он У нас сделан есть из чего? узвар? Из сухофруктов. Сухофрукты. Есть люди, которые добавляют в бограч сухофрукты. 100%. Точно так Ну же, да, как и в чернослив. плов добавляют Слива, да? курагу, Груша. чернослив. Барбарис, в конце концов. Ну, Там и если кислинка, там и аромат. Это реально. Но если что, у нас узвар имеется, Сереж. Да, но у нас он сладенький для того, чтобы детям попить. А многие взрослые ведут себя как дети. Пьют его без остановки, да. А у Васильевича он такой, именно, чисто узвар, как концентрат. Ну, очень вкусно. Куда бы ни добавлял, везде просто необыкновенно облизательно. Ты слышишь? Разговаривает? Катюня? Так посмотри на эти губы. Как он это делает, ты видишь? Обалдеть. Шедевр без музыки, прямо как я. Пою, и музыка не нужна. Молчи секунду. Так, Маратик, картошку я врезал. Скажи мне, приближаемся к специям? Да, мы сейчас один из самых главных процессов, ребят. Короче, а мы когда были вот тогда у Васильевича и делали... Что ж ты все время перебиваешь? Марат, извини, Нормально, говори, нормально, говори, он говори. правильно говорит, Кать. Там у него Мы тогда были у Васильевича на базаре, да, в Микуличин. И там купили вот такую вот специю. Какая она вкуснячая. Я не понимаю, как у тебя осталось. Вам тоже такая продается, по-моему. Именно такая? Ну, называется Ребят, не так, у кого, но визуально. у кого, например, в Израиле точно такой специи нету, я вам расскажу, чем надо заменить. Самое главное, что присутствует в этой специи и чего мы еще не заложили в наш любимый казан. Это сельдерей, сухой или живой. Но если живой, то аккуратно, немного. И тимьян, и тмин. Эти три вещи должны быть в бограче. Обязательно. Это все содержится здесь. Но здесь есть немножко больше, поэтому Тут есть и основные есть. паприка, и все, и петрушка. Но все это можно купить, понимаете? А вот это вот кусочки сухого сельдерея, понимаете? Вот это А где беленькие. здесь тимьян и... Все это Всё здесь там, присутствует. Катюшка, всё Оно там. просто мелкое. И поэтому тех, у кого нет возможности купить специальную специю для бограча, должен быть тимьян, должен быть тмин. Это есть в любой стране, в любом магазине продуктовом. Должна быть паприка, петрушка сушеная или свежая. Но мы свежую будем вводить тоже в конце. Чесночок нам нужен будет. Обязательно. У меня есть его столько, что не Здесь, поверишь. кстати, есть тоже чеснок, но мы еще добавим. И самое главное, без ГМО. Видно тебя? Добавляйте Все. специи. Марат чего-то говорит, потому что в Израиле такого нет, понимаешь? Ну, вместе. А по разным составляющим есть. Это Все. все можно собрать. Так, Маратик, я снимаю этот колпак Шляпу. волшебный. Шляпу? Давай, Серега. Хорошо. Снимаю шляпу. Давай, Катюша. Поехали. Добавляй специи, я наблюдаю, запоминаю. Это прям все.
Все. Прям все? Прям всё, Да, ребят. ты что? Даже не сомневайтесь. Ёбовый ГД. Этого даже мало. Так, ну у нас же есть там чем добавить, подожди. знаю. Не Скажи знаю, мне блин. пасту вот эту вот волшебную, Это которую прислали мне волшебная паста. подписчики. Ребят, Юра Лещев, тебе привет огромный. Ты мне привозил эту пасту с Венгрии. Оказывается, ее можно и на Украине достать. Да, тебе привозил Юра, а нам передал Виталик. Так, сколько, полпачки? Чуть меньше, потому что она острая. У нас еще есть там что острого добавить. Ох ты Серёж, шо. не перепольщи. Хватит. А ну дай я отведу. Отведай. Ой. Ну Сережка, как? Нормально? она у нее сумасшедшее послевкусие. Молчи, значит нормально. Не, подожди, я хотел сказать за другое. Не только острая, она именно вкусно Она острая. нереально, у нее ароматика сумасшедшая. Просто она не, это не острая. Острая, ребята, вот это. Это пипец. Я думаю, что как это? Ну, дед недаром усы себе подкручивает, потому что они и без руки у него будут закручиваться. Были бы и у меня усы, я думаю, что от этого Опять концентрата. же, ребятка, у кого этого нет. Марат, я всовываю ложку? чуть-чуть. Попытайся, да. Вот так вот? Да, не больше. Да давай еще немножко не добавим. надо. Да. Перчик чили. Чуть-чуть. Перчик чили полтора на большую вот такую вот казанчик. На большой казанчик. Так, он вот положил эта пора. паприка нам нужна. Венгерская. Немножко можно еще добавить. Чуть-чуть да. добавим. Да. Ребята, венгры, смотрите. Да ты что? Ты хочешь попробовать? Нет. А я немножко. Фу, сладкая и очень копченая. Очень хорошо. Так, Хватит. Тем, у кого нету ребрышек копченых, кто готовит просто из двух видов мяса, свинина, говядина. Паприка копченая пополам со сладкой. И будет вам счастье, и будет вам копченый вкус. А так, сахар? перчик обыкновенный, ароматный, Перчик душистый, обыкновенно да? Обязательно. Вот так Как бы немного там ни было, его немножко пожмякать и да, и туда. рукой прижать. Хватит, Сереж. Все, Маратик, все как ты любишь. И немножко соли и обязательно сахар, ребят. Так как мы вводили сюда немалое количество помидор, это кислая среда. Обязательно сахар. Обязательно нужно все это разбавить сахаром. Перед тем, как мы будем закладывать туда сладкий перец и картошку. А сахар и я, и все липовани любят. Поэтому вот так вот хорошие жменьки 3 можно бомбить, не стесняясь. Абсолютно. Опача! Мешай! Мешаю. Ребята, это блюдо не только вкусное, посмотрите, какое оно красивое. Это ж Марат, оно страшно красивое, елки-палки. Там разговаривать, Сереж. Ага. Это казан такой, поющий песни. Катюня, там все вкусно, кроме чего? Кроме, американской, хотел сказать, японской, ямайской остринки. Короче, есть халапеньо, а как подсказывает мне Владислав Смотри, тут уже зреть стало. из Балтимора, да ты что, он скоро прорастет. Что это сирана, понимаешь? Халапеньо он такой потолще, помесистее, а это угорелый такой. Короче, хабанеро я добавлять не буду, потому что там казан проплавится. А вот это вот аккуратненько подпеку, А зачем подпекать? а чтобы он еще больше открылся. Так, чисто на костер, немножечко буквально. И отправим его в наше блюдо, потому что бограч должен быть, ну, хорошо такой ядреный. Прямо хорошо ядреный. За это даже есть целая там история. Мгм. Ты сказал Про один, военнопленных. а положил Что? 2. Я думал, ты не увидишь. Я вижу. Катенька, ну должен быть, ну елки-палки. Ну это же Вдруг блюдо. женщины придут, будут кушать, а ты вот такой его сделаешь. Да ну хитрый. женщинам сосиски там пожарим, там есть, в конце концов, шашлык из дунайской селедки, карась медовый сладенький, мидии там в сливочном, мидии в томатном, рапаны всевозможные, рыбы много, борщи, супы и целая куча теплых салатов. Так что у нас, как это, ну голодный не уйду, даже если ты не любишь перченое. Ребята, это я вам намекаю. Там будет что сегодня делать. Испеклись уже? Так, да. Марат, он не испортит нам блюдо? не-не-не. Да ты что, ребята, елки-палки. Послушайте, как должно выглядеть это блюдо. Сегодня же рецепт у нас... Какой-то у тебя получился. Вот это? Этот кузнечик наведет пипечек А ну съешь одну. в нашем блюде. Стой, отойди, не мешай, мадам. Так, отправляю сюда. И второй, ух, как вскрылся. По-моему, сгорел. Нет.
Горит шкурка, а внутри там у него Потруси им хотя бы. перцем. Да. Все нормально, это самое... Потруси, оно. Сережка, перцем. Опача. Все. А, знаете еще что? Что? Есть, добавляют в конце, это, а я думаю, что можно прямо и в тарелку. Если женщинам остро, Да-да. можно добавить полстаканчика вина красного. Серьезно? Прямо Да, туда? Прямо прямом в смысле бограч. слова? Это серьезно. И Его поел, и повеселился? добавляют вино в бограч. О. Я это видел и пробовал. А ты знаешь, что люди в комментариях пишут? Что? Что твой голос похож на Левитана. Да, я знаю. Все, ребята, Мне с детства это говорят. вот тебе на С тебе. третьего, Да. с третьего класса. Да. Вот как у меня сломался голос, там, не знаю, третий. У вас что, в третьем классе сломался голос? А Вы- сколько мне лет было? Да, я же очень ранний. У родителей поздний, а вообще ранний. Так бывает. Двоюродная копия зернистой. Икра из баклажанов на расхват. А крабы уплывают, как туристы. У нас в Одессе только бограч сегодня едят. Короче, ребята, тут такой гайгуль, смотри. ЕБВГД, ты понимаешь? Танцует он у тебя сегодня. Ой. Мне чего-то это всегда вот такой вот кипиш напоминает индейцы, когда, знаешь, ука-чука, 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 у костра. Не знаю, может у кого-то другое, ребята, пишите комментарии, так что не стесняйтесь, мы всем комментариям рады. Не знаю, понравится, не понравится, но лайк и сердечко с нас обеспечены. Но те, которые очень душевные, отвечаем от всей души. Чтобы вы были здоровы, спасибо каждому из вас. Маратик, что, выгуливаем перчик? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты что, картина маслом. Ну и картошечка поехала, да? Ох ты шо. Через край не польется? Да, любовь моя. Не забывай, что нам сюда еще надо будет добавить водички, потому что это блюдо не второе и далеко не третье, а считается оно первым. Как будто бы ай-яй такой ложкой Первое кушать. вместе со вторым. Во-во-во. Чтоб сильно не заморачиваться, да? Да. Короче, наш казан еще такого хипиша не видел. Елки-палки. Оставь мне картошку. Оставляй тебе картошку, смотри. Просто я все время думаю, что ты моя Катюня, а потом вспоминаю, что она еще нет-нет, да Спилберг, понимаешь, Марат. И тут приходится, короче, мне замирать и делать молчаливые кадры. О, палец подняла вверх, надо помолчать. Катюня, смотри, нежный эффект томления присутствует. Осталось только что Что? добавить, да, добавить чеснок и зелень. Все. Картина маслом. Катенька, я смотрю с этой стороны и просто загляденье. Сереж, давай Ребята. добавлять чеснок и зелень. А ты что такая недовольная? Просто недовольная. Давай. А чем? Да просто недовольная. То, что я с Маратом соблюдаю традиции? Ребята, я тебе говорил, Кивалка, женщина, помолчи. Да не, я шучу. Ну, У тебя холодно. язык уже заплетается, это уже мне не Да нравится. я выпил всего лишь 2 Хорошо, раза. давай Марат, добавляй чеснок. смотри, вот У человек, Марата язык который никогда не соблюдает заплетается. традиции. Я всегда соблюдаю традиции. Ну, Левитан, чтобы ты был здоров. А я Еврейские, украинские, азербайджанские, узбекские. тебя поправлю, украинские. Украинские. Ой, Всё. сильно умный ты. Давай добавляй чеснок. Поехали. Смотри. Та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. Ребята, не знаю, сколько в граммах, хорошее жменя. Никто не знает, сколько в граммах. Катюня, просто Ты будем, лучше молчи, будем делай и чмякать. молчи, чмякай. Ты меня Э, обчмакал. Потому что ты много разговариваешь. Как обычно. Ничего нового. Мелко не надо, Сережа. Сережа знает, что мелко не надо. Ну и что? А Липован хочет шмалять без остановки. А что ж ты мне такие топорики даришь? Они ж сами Если работают. попадется Маратик, чесночок вот этот на зубик, это будет самый премис. то, что надо? Да. Все, как ты любишь. Так, опача. Короче, Yes. ты добавляй эту жменю, а я возьмусь за зелень. Так, поехали. Что? Как это? Настоящий чеснок? Это Честный? счастье. Отправляй это счастье вот сюда, в это море безграничной радости. Ребята, обязательно чеснок. Любит, В конце. не любит. Он должен присутствовать в этом блюде. Это просто... Короче, я понял, Марат, чеснок без моей зелени ни о чем. Не-не-не, Катюня, дай показать. Так, поехали.
Ёлки ты палки. Марат, я ей сейчас стволы порубаю, короче, потому что в них самый сок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Иди подержи меня за руку, я не могу остановиться. Не, давай сам расправляйся. Шикардос. Укропчик, Всё. там, укропчик присутствует, да? Маратик, там и укропчик, и петрушка, все с привоза, все. Петрушка Всё, тут, как кстати, ты в этом любишь. блюде главнее, чем даже чем укроп. Ну, укроп я от себя, а петрушку для тебя. Все Петрушку нормально? для меня, да. Все, порядок. Опача. Барабанная дробь. Ребята, таки случилось почти. Ох ты что. Сейчас аккуратненько. Все это дело вот так вот раскидаем. А потом шикарно перемешаем. И все, бограч случился. Можно. Катюня, это не можно, это нужно. Слушай, это панацея от всех вообще, не знаю, там радикулит, коронавирус, бла-бла-бла, все что угодно. Это реально работает. Маратик, Ребята, все ты столы заняты, но у вас еще я свое место для кого-то освобожу. 100%. Слушай, нормальные люди приходят и говорят: Серега, сделаем нам на улице красиво. И мы таки Даже- для них делаем. Иди сюда. Это, ой, свалилось, но я ее достану. Давай. Копченое ребрышко. Пробовать сегодня не будем? Бограч? Да. Ты что, издеваешься? Ну пойдем. А, Серега. горячая. Да. Скажи на это ребрышко гибакик. 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 Это Что что? такое гибакик? Это наидыш, посмотри. А, ой вей, гибакик. Ой вей, гибакик. Короче, Катю, о, смотри, Маратик, Это оно. тебе ему, как это, тебе его всунули на привозе, а я для тебя его высунул. Все. Это оно. Шикардос. Блюдо готово. Мама дорогая, и цвет, и сок, и вкус, все осталось. Ёшкин кот, неси тарелки. Катюня, все? Да. Финальный аккорд. Блюдо наше готово, ребята. Смотрите на этот цвет. Елки-палки, это не цвет, это песня. Марат, там немножко нежнее, а по краям жареная паприка. Что она делает? Короче, что говорить, надо аккуратненько втюхивать. Да ты что, Маратик, я извиняюсь, тебе 2 ребрышка. Раз Я уже хочу много Всё. водки под это блюдо. много водки, не бывает. Так, а бограча, как показал наш липованский рецепт, бывает. Все, да ты что, и обязательно юшку. Слушай, все как ты хотел. И юшка, и мясо, и самое-самое, что не есть, все вкусное. Короче, так, тебе ложку. И мне ложку. Смачного. Дуже дякую. Да. Торжественный момент. У меня здесь, я так понимаю, что висит кусочек перца или помидорки. Шикарный кусочек свинины. Маратик, что у тебя там плавает? И говядина вижу, У меня тут всё и вкусно, ребрышко я копченое. не знаю, с чего начать, просто А я втает, и- хочу в картошку всунуть. Слушай, масло масляное, посмотри, как оно шикарно разваливается. Да, она пропитана всеми этими... Специями и ароматами. Ребята, готовьте как мы, и вам будет счастье. И только. С таким же настроением, как у Липована, и с такими же умными... Рецептами, как у Марата, Да. у вас все будет У замечательно. вас все будет замечательно. Пробуйте, готовьте, и это вкусно. Проверено годами. Спасибо, что оставались на канале. Друзьяки, за ваше здоровье, чтобы вы нам имели всегда шикарный аппетит. Мама дорогая. Что, невкусно? Катя, выключай, сейчас с ума сойду от этого вкуса. Горячо и обжигающе с перцем. Да ты что? Нет, с перцем угадали, кстати. Очень Вот хорошо. во всех традициях бограча, да? Да, так оно Легкое, должно быть. нежное, вкусное, ароматное и с шикарным шлейфом такого Дело именно. в том, ребята, что перец не только должен сжечь, он должен быть еще и вкусный. Это самое главное. Если мы этого достигли, а мы этого сегодня достигли, к сожалению, те, кто не в Одессе, не смогут это попробовать, но те, кто в Одессе, бегом, бегите сюда, в Архимус, потому что это фантастически вкусно. Да, а если не успел сегодня, ребята, так мы на следующие выходные для вас исполним гуляш. Еще разок. Ёшкин ты кот. Еще разок только гуляш. Или рассольник. И рассольник. Ау. Губы, берегите губы.
Что, не жуется? Они вам еще... Да не, оно мягонькое. А картошечка, посмотри, какого цвета, Серег. Блин. А, это морковка. Багровая. Так там и картошка Вот, такого, вот. такого багрового Посмотри. цвета. Ты посмотри на этот цвет Слышишь, картошки. а жареная паприка таки делает дело все-таки, да? Сергей, скажите, пожалуйста, вот говорят, что есть поговорка, что бограч без горилки, дрова на ветер. Это правда? Олежек, мы сегодня соблюли все традиции, да. Марат чуть больше, я немножко не отставал, То есть но дрова такие на ветер шикарные. не ушли? Не, дрова на ветер не ушли, Дрова все пошли, нормально. всё нормально. Фу, ребята, короче, пока мы здесь пытались закончить видео, у нас уже там людей полным-полно. Борочем торгуем, шашлыки жарим, Маратик от всей души. И с хорошим настроением для вас готовил Марат и Одесский Липован. Всем пока-пока, чао.